Глава 876. Приобретение острова. Другие не возражали против предложения дьявольского конкорда перенести обсуждение в другое место, и группа направилась к острову Духовной Черепахи. Ханли попросил мастера Суна найти запечатанную комнату, чтобы он мог провести там ночь в медитации, пока они ждали, что двое других возьмут пласт формации у мастеров создания ограничительных заклинаний. Утром следующего дня Ханли получил талисман передачи голоса от мастера Суна и быстро появился в главном зале. Когда Ханли вошел, он заметил, что трое великих культиваторов разговаривали друг с другом. Когда Вэйвуя увидел, что пришел Ханли, он окликнул и легким движением руки вызвал на стол красную нефритовую пластинку. «Господин Даосист Хань, пожалуйста, присаживайся. Вот место, где ты должен установиться пластину в соответствии с нашими исследованиями в области уплотнения. Позволь мне взглянуть». По взмаху руки нефритовая пластинка приблизилась к нему, а затем он сел и погрузил в нее свое духовное чутье. Вскоре лицо Ханли дрогнуло, и он извлек свое духовное чутье из нефритовой пластинки с мрачным выражением лица. Ханли вернул пластинку на стол и сказал холодным тоном: «Господа даосисты, вы хотите, чтобы я отправился в путешествие в один конец, чтобы установить пластину формации глубоко в пропасть?» Дьявольский конкорд спокойно ответил: «Как господин даосист Хань может говорить такое? Хотя место для установления пластинку глубоковато, под защитой божественной дьявольской молнии тебе нечего бояться». «Вот как?» Ханли взглянул на дьявольского конкорда и сказал сердитым тоном: «Брат Конкорд считает, что мои запасы божественной дьявольской молнии бесконечны. Или ты просто не хочешь, чтобы я вернулся после установки пластины? Ты хочешь сказать, что тебе не хватит божественной дьявольской молнии для такого глубокого путешествия?» Нахмурился Вэйвуя. «Помнится, во время битвы с высшим демоном ты контролировал довольно большое количество молний. Это не должно стать для тебя проблемой. Может быть, но ты бы сам рискнул настолько глубоко опускаться в дьявольскую ци?» — спросил Ханли со странным выражением лица. Вэйвуяй вскрикнул от удивления. Господин даосист Хань хочет сказать взгляд дьявольского конкорда, но он ничего не сказал. Мастер Сун задумчиво опустил голову. Ханли скрестил руки на груди и сказал равнодушным тоном: «На определенной глубине становится ясно, что природа дьявольской ци становится еще сильнее, и она истощает божественную дьявольскую молнию быстрее. Я пришел к такому выводу, спустившись вглубь на километр. Хотя у меня есть божественная дьявольская молния, я не смогу спуститься на 10 километров вглубь дьявольской ци и вернуться обратно». Вэйвуя напряженно нахмурился и повернулся к мастеру Суну: «Брат Сун, из нас троих ты погружался в дьявольскую ци глубже всех. Это правда?» «Это правда», — мастер Сун вздохнул и кивнул в знак согласия. «Когда я углубился в дьявольскую ци, используя свои секретные техники, я почувствовал, как моя магическая сила истощается с большей скоростью. Сначала я думал, что Ханли не заметит, и собирался предупредить его». Услышав это, дьявольский конкорд изменился в лице и сказал: «В этом случае наш первоначальный план, заключающийся в том, чтобы культиватор вошел вглубь дьявольской ци с защитными сокровищами, потерпит неудачу. Хотя сначала они будут в безопасности, но сокровища не помогут, если они спустятся слишком глубоко». «Верно», — мастер Сун криво улыбнулся, «вот почему меня не очень заинтересовал этот план. Но поскольку господина даосиста Хаян тогда еще не было с нами, я не стал выдвигать никаких возражений, поскольку других альтернатив не было». Ханли наблюдал за тоном их голосов и выражениями на лицах, и вскоре сам изменился в лице. Он не мог сказать, действительно ли все трое не знали об этом или просто решили скрыть эту информацию. Несмотря на это, он не мог легко согласиться на их предложение. В зале воцарилась тишина. Было ясно, что помещать пластину на такую глубину в дьявольской ци — самоубийство. Сказать Ханли сделать это ради благого дела было бы еще менее вероятным. Хотя четверо присутствующих осознали, что высвобождение дьявольской ци затронет половину небесного южного региона, ни один из них не был заинтересован в том, чтобы пожертвовать собой, чтобы предотвратить это, поскольку они уже культивировали до такой высокой стадии. Если их худшие опасения подтвердятся, они вообще сбегут с небесного южного региона. С их уровнем культивации они легко смогут найти себе место в мире. Но кроме Ханли, никто не мог так глубоко спуститься, чтобы установить пластину. В результате трое великих культиваторов в ужасе смотрели друг на друга. Внезапно Ханли заговорил расслабленным голосом: «Я также осознаю, что этот вопрос достаточно серьезен и что все вы столкнулись с дилеммой. У меня появилась кое-какая идея». Услышав это, мастер Сун поспешно спросил: «Что за идея? Поделись с нами». Вэйвуя и дьявольский конкорд почувствовали воодушевление от слов Ханли. «Все просто.
Я верю, что смогу достичь назначенного для установки пластины формации места с помощью моей божественной дьявольской молнии, но ее не хватит, чтобы безопасно вернуться. Поэтому вам нужно дать мне сокровища, предназначенные для защиты от дьявольской ци, чтобы я продержался дольше. Однако, поскольку этот метод действительно представляет для меня опасность, сказав это, Хань Ли сделал паузу, словно не решаясь продолжить. Вэй Вуя радостно сказал: «Не проблема. Если ты сможешь установить пластину формации, мы одолжим тебе все сокровища защиты дьявола, которые мы приобрели. Конечно, мы не позволим тебе выдержать эту серьезную опасность ни за что». Мастер Сун внезапно улыбнулся дьявольскому конкорду и сказал: «Брат Конкорд, что скажешь?» Дьявольский конкорд был ошеломлен, услышав это, но ответил, немного помешков: «Действительно, если ты сделаешь это, мы отдадим тебе один из островов». «Вы подарите мне один из островов». Хань Ли прищурился. «Верно», — дружелюбно сказал мастер Сун. «По правде говоря, мы планировали разделить острова между 7 великими сектами, но большинство этих сект принадлежит нашим 3 сверхдержавам. Однако есть еще один остров. Изначально мы планировали передать его Лун Ханю и Фен Бин, но оказалось, что они находятся в уединении. Поэтому мы решили передать его небольшой, ничем не примечательной секте. Теперь, когда брат Хань здесь и готов рискнуть своей жизнью, мы передадим остров твоей секте дрейфующего облака. Разумеет, не будет никаких жалоб по этому поводу». «Вот как?» — удивился Хань Ли. Судя по слухам, на островах были не только выдающиеся духовные жилы, но и несколько богатых каменных рудников и других раритетов. Немного подумав, Хань Ли с тревогой спросил, поскольку 7 островов были частью Великой формации, не вернутся ли они обратно в океан, когда формация будет восстановлена? «Не волнуйся», — ответил Вэй Вуя, «метод, который мы используем для восстановления формации, отличается от оригинального метода. Естественно, мы не будем растрачивать острова, заставляя их погрузиться обратно в океан. Культиваторы, занимающие острова, также будут обязаны следить за ограничительной формацией». Пробормотав про себя, Хань Ли ответил: «Поскольку вы 3 дали такие тяжелые обещания, я должен дать попытаться, но после того, как этот вопрос будет решен, я больше не хочу участвовать в этом». Вэй Вуя от всей души рассмеялся. Установка пластины формации уже считается огромной услугой. Остальное предоставь нам. Хотя у мастер Суна и дьявольского конкорда изначально были разные идеи, в настоящее время они чувствовали себя непринужденно. В этот момент Вэй Вуя достал из своей сумки для хранения белый круглый предмет и передал его Хань Ли. Хань Ли взглянул на него. Это была пластинка размером с ладонь, тщательно вырезанная из белого нефрита. Она мерцала духовным светом, а на ней были выгравированы сложные талисманные символы. Рука Хань Ли на мгновение засияла лазурным светом, мгновенно перенеся ее в свою сумку для хранения. «Хорошо, теперь все готово, кроме одной последней вещи», — сказал Вэй Вуя с довольным выражением, когда брат Хань планирует действовать. «Чем раньше, тем лучше», — мрачно ответил Хань Ли. «Я уже отдохнул ночью и восстановил магическую силу, которую использовал ранее. Если у вас, господа даосисты, сокровища при себе, то я могу поставить пластину прямо сейчас. Кто знает, что может случиться с дьявольской ци, если мы замешкаемся». 3 великих культиваторов не возражали против предложения Хань Ли. Сокровища с защитой от дьявольской ци также были при них, и каждый достал их, передав Хань Ли нефритовый скипетр с головой водяного дракона, огненно-красное 3-граммное зеркало, набор сверкающих золотых доспехов и маленький черный флаг. Хань Ли быстро проверил эффективность этих 4 сокровищ и обнаружил, что они были исключительными. 3 из этих сокровищ были сокровищами яньского пламени и были полезны в борьбе с дьявольской ци. Черный флаг же был известным сокровищем дьявольского да. По словам дьявольского конкорда, флаг изначально использовался для создания призрачных инских ветров, но он также был способен поглощать дьявольскую ци. Хань Ли подозрительно отнесся к флагу и убрал его в сумку для хранения, к большому шоку дьявольского конкорда. После того, как Хань Ли убрал сокровища, культиваторы покинули пещерную резиденцию мастера Суна и направились в сторону гигантского водоворота. 4 часа спустя Хань Ли был один на дне водоворота. Взглянув на дьявольскую ци под световым барьером, он молча сжал кулак. Все его тело разразилось громом и покрылось вспышками молнии, сплетая сеть молний вокруг его светового барьера. Взглянув на золотую молнию, на лице Хань Ли появилась насмешка. Несмотря на то, насколько хитрыми были 3 великих культиватора, они не могли представить, что он изначально обладал 72 летающими мечами, созданными из золотого молниеносного бамбука. По его оценкам, ему было бы достаточно, чтобы спуститься вниз и вернуться обратно, и еще останется. Эта задача не представляла ему ни малейшей опасности. С одной стороны, он сделал это, чтобы торговаться за вознаграждение, поскольку мастер Сун ранее пообещал ему возможные выгоды.
С другой стороны, он сделал это, чтобы они не узнали, сколько у него божественной дьявольской молнии. В будущем единственными вещами, которые могут представлять угрозу для Хань Ли на небесном южном регионе, будут 3 великих культиватора и мауланские божественные мудрецы. Ему ничего не оставалось, кроме как обмануть их. Глава 877. Разрушенная каменная табличка. Как и в прошлый раз, когда Хань Ли погрузился в бездну дьявольской ци под защитой сети божественной дьявольской молнии. Вскоре раскаты грома стали тише, а золотую молнию уже было невозможно разглядеть. На поверхности океана 3 великих культиваторов разговаривали между собой. «Брат Сун, ты веришь, что у господина даосиста Ханя действительно не хватает божественной дьявольской молнии для этого путешествия? Неужели его молния поглощается так быстро, что совсем не останется на обратный путь?» — спросил Вэйвуя, положив руки за спину. «Брат Вэй хочет сказать, что мои предыдущие слова были ложью». Мастер Сун стал мрачным. Вэйвуя усмехнулся и сказал: «Пожалуйста, не пойми меня неправильно, я вовсе не это имел в виду. Я спросил, потому что мне показалось странным, что господин даосист Хань слишком легко согласился». Выражение лица мастера Суна смягчилось: «Вот как. Я в этом не уверен. Однако, чем больше я погружался в пропасть дьявольской ци, тем больше магической силы я терял. Полагаю, что обладать удивительным количеством божественной дьявольской молнии, чтобы совершить такое путешествие туда и обратно. Я не верю, что господин даосист Хань смог бы сделать это с помощью своей молнии. Возможно, у него есть что-то еще, что может какое-то время противостоять дьявольской ци. Вполне возможно. В конце концов, в мире культивации существует множество загадок и чудес. Но независимо, как об этом сказать, главное — предотвратить это бедствие», — сказал Вэйвуя с улыбкой на лице и взглянул на дьявольского конкорда. Крупный мужчина в черной мантии молча скрестил руки, глядя на водоворот, а на его лице не было эмоций. В воздухе воцарилась тишина. В 10 километрах вглубь дьявольской ци световой барьер с золотыми молниями застыл. Внутри был Хань Ли, который, торжественно читая нефритовую пластинку с описанием места, где должна быть размещена пластина формации. Через мгновение Хань Ли убрал свое духовное чутье из нефритовой пластинки и огляделся. Вокруг него не было света, его окружение было полностью лишено света, что неудивительно, поскольку он уже достиг самых дальних глубин бездонной пропасти дьявольской ци. Хань Ли нахмурился и открыл рот, выплюнув золотой меч длиной в дюйм. В мерцающем золотом свете маленький меч вылетел из светового барьера со слоем тонкой молнии на лезвии. Сделав круг над головой Хань Ли, он превратился в странное золотое кольцо света размером в дюйм. Хань Ли сделал жест заклинания и указал на кольцо света над головой, приказав ему внезапно остановиться и выстрелить вперед в виде полоски золотого света. Затем он внимательно проследил за ним. Он пролетел над пропастью метр, а затем внезапно выстрелил вниз и издал приглушенный удар. Летающий меч вонзился во что-то. На лице Хань Ли появилась радость, и он прибыл на 3 метра выше, где приземлился меч. В кромешной темноте он видел только слабый свет маленького меча, мерцающего молнией. Он пронзил огромную плоскую скалу. Хань Ли пробормотал про себя и прижал одну руку к своему световому барьеру. Сеть молний, окружающая барьер, внезапно засверкала ослепительным светом и выпустила несколько плотных вспышек золотой молнии, которые мгновенно превратились в несколько золотых питонов. В результате золотые питоны аккуратно сместили всю дьявольскую ци в соседней области, освещая огромную скалу под ней. Хань Ли взглянул на нее и удивился. Это был не камень, а пол алтаря. Похоже, он простирался далеко за пределы золотой молнии. Он был поражен. Область, которую мастера хотели запечатать, выглядела великолепно. Хань Ли приказал золотым питонам быстро окутать остальную часть алтаря, раскрыв его общий вид. Это было квадратное сооружение, тянувшееся на 100 метров. Гравюры и изображения на нем показывали, что оно было создано древними культиваторами. Оглядевшись по сторонам, Хань Ли помахал мечу, вонзённому в стену, и он вернулся в его рукав в виде золотой полоски света. Затем он полетел к центру строения, и через короткое мгновение оно начало мерцать белым светом. Его сердце дрогнуло при виде этого, и он тут же ускорился, увидев, что было в центре. Это была разбитая каменная табличка. Лишь небольшая часть его основания оставалась в вертикальном положении, а остальные его фрагменты были разбросаны вокруг. Глаза Хань Ли блуждали по каменной табличке, хотя она была разбита, он смог увидеть несколько изношенных талисманных символов, которые не мог понять. Неизвестно, из какого материала она была вырезана, поскольку она лишь изредка искрилась слабым белым светом. Неужели это редкий материал наравне с золотым молниеносным бамбуком? Подумал Хань Ли.
Затем он протянул руку к каменной табличке размером с кулак, и его рука вспыхнула лазурным светом. Каменная часть была ничем не примечательной, в следах ее духовного света не было ничего особенного. Хань Ли взглянул на нее несколько раз, а затем внезапно приложил огромную магическую силу в свои руки с серьезным выражением на лице. В результате этого произошло нечто необычное, Хань Ли не смог раздавить камень. Вместо этого он засверкал белым светом и внезапно стал мягким, позволяя его пальцем глубоко погрузиться в камень. Хань Ли почувствовал, как его сердце вздрогнуло. Он нахмурился и спросил монарха расщепления души: «Старший, ты знаешь, что это?» «Нет, я никогда раньше не видел ничего подобного», — ленивым голосом сказал монарх расщепления души. «В древние времена использовалось так много редких материалов, что никто не может их всех знать. Ты можешь позволить мне исследовать этот кусок? Сейчас я бездельничаю, так что хоть будет чем заняться». Хань Ли, не задумываясь, бросил кусок камня в бамбуковую трубку позади него. Свет вспыхнул из бамбуковой трубки, и туман белого света всосал странный камень внутрь. Хань Ли быстро переключил свое внимание на разбитую каменную табличку. Прошло совсем немного времени с момента ее разрушения, и казалось, что, когда заклинание было повреждено, каменная табличка также разбилась. С этой мыслью Хань Ли собрал остатки каменных фрагментов лучом лазурного света, а затем щелкнул пальцами и выпустил более 10 полос лазурного меча в каменное основание, желая взять остальную часть его с собой. Каменное основание загрохотало, и, к удивлению Хань Ли, меч Ци не смог пробить камень. Похоже, это не имело никакого эффекта. «Как странно!» — вскрикнул Хань Ли и немного помедлил. Он больше не обращал внимания на остальную часть каменной таблички и выпустил несколько полос меча Ци в другом направлении. Хотя у него было достаточно божественной дьявольской молнии, чтобы выдержать еще какое-то время, Хань Ли не осмелился слишком долго задерживаться в таком опасном месте и начал опускать пластину формации. Раздалась серия приглушенных взрывов, за которым появилось 3-метровое углубление рядом с каменной таблички. По вспышке белого света в руке Хань Ли появилась изысканная пластина формации. Хань Ли без малейших колебаний взял ее в руку и направил в отверстие в полосе лазурного света. Мрачно уставившись на пластину формации, он сделал жест заклинания обеими руками, и пластина засияла еще ярче. Вскоре пластина зазвенела, и с ее поверхности вылетел луч белого света, вырвался в небо и исчез без следа. Хань Ли, наконец, расслабился. Поскольку пластина функционировала как ожидалось, он явно нашел правильное место. С этой мыслью Хань Ли поднял лазурный шторм, взмахнув рукавом, полностью закопав дыру камнями. Затем он произнес заклинание и растопил кучу камней, чтобы полностью закрыть дыру. Теперь дыра выглядела так, будто ее никогда не существовало. Хань Ли обошел большую дыру, чтобы убедиться, что ничего необычного не появилось, и кивнул с удовлетворенным выражением лица. Сделав это, он выпустил несколько заклинаний, поразив ближайших золотых молниеносных питонов. Громовые удары молниеносных питонов исчезли, превратившись в блики света, и дьявольская Ци начала быстро раскачиваться, поскольку ее больше ничего не сдерживало. Вскоре молния сверкнула вокруг его светового барьера, и Хань Ли стал готовиться подниматься на поверхность океана. В этот момент голос монарха расщепления души эхом отразился в его духовном чувстве: «Малыш, подожди минутку». Хань Ли остановился в удивлении и спросил: «Что ты хочешь сказать?» Поскольку центр этой ограничительной формации также является самой плотной областью дьявольской Ци, и поскольку ее подавляли с древних времен, возможно, здесь образовалось несколько алмазов дьявольской эссенции. Согласно древним записям, они были материалом, использованным для создания драгоценных сокровищ дьявольского Да. Ты должен посмотреть, сможешь ли ты найти их поблизости. Алмазы дьявольской эссенции. На лице Хань Ли появилось странное выражение. Затем, подумав, он похлопал по сумке для хранения и достал желтый нефритовый скипетр с волчьей головой. Это было древнее сокровище, в котором изначально находилась серебряная луна. Хотя его дух артефакта отсутствовал, он все еще был способен использовать простые земляные техники движения, хотя его навыки были хуже, чем у серебряной луны. Глава 878. Восстановление флаг. Световой барьер Хань Ли с мягким криком удвоился, и из его рукава вырвалась полоска белого света. Она обвелась вокруг него и превратилась в маленькую белую лису. «У нас мало времени, поэтому давай разделимся для поиска алмазов дьявольской эссенции», сказал Хань Ли и бросил шар золотой молнии маленькой лисе. С раскатом грома шар молнии обвился вокруг лисы. «Имей в виду, что молния долго не продержится», предупредил Хань Ли: «как только она начнет слабеть, немедленно возвращайся». «Да, мастер», — ответила серебряная луна. «Однако я не знаю, как выглядят алмазы дьявольской эссенции».
Монарх расщепления души ответил раньше Ханьли: алмазы дьявольской эссенции, абсолютно черные драгоценные камни, которые содержат удивительную дьявольскую ци. Ты их легко узнаешь. Тогда ладно. Серебряная луна кивнула и исчезла в земле во вспышке серебряного света. Ханьли тоже не стоял на месте. По взмаху нефритового скипетра вокруг его светового барьера появился слой желтого света, а затем он погрузился под землю и исчез. Время шло медленно, и платформа была совершенно тихой, но теперь была окутана черным, как смоль дьявольской ци. Бесконечная тьма напоминала то, что можно представить о подземном мире. Как только Ханьли появился из-под земли, вспыхнул золотой свет. Он оглянулся вокруг и увидел, что серебряной луны еще нет, и на его лице появился след беспокойства. Затем он перевел внимание на руку и ослабил хватку, обнажив изысканный черный камень. Он был размером с его большой палец. Монарх расщепления души хихикнул: как я и ожидал, здесь и правда есть алмазы дьявольской эссенции. Тебе повезло. Об этом предмете древние культиваторы дьявольского да могли только мечтать. Он был невероятно редок даже в древние времена. Вот как? Неужели этот предмет настолько ценный? Ханьли внимательно посмотрел на камень. Драгоценный камень совершенно не отражал света. Он был настолько черным, что его безмятежная тьма ошеломила Ханьли. Он почувствовал, будто его сознание всасывалось в этот камень. Сердце Ханьли задрожало, и он быстро отвел взгляд, не осмеливаясь больше смотреть. В этот момент под ним засиял серебряный свет. Серебряная луна, окутанная слабым золотым светом, выскочила из-под земли и быстро вошла в световой барьер Ханьли. «Я уже собирался искать тебя. Я думал, что ты вернешься раньше меня. Неужели ты нашла что-то?» Махнув рукой, он подхватил маленькую лису. Не говоря ни слова, серебряная луна выплюнула 3 абсолютно черных камня. Несомненно, это были алмазы дьявольской эссенции. Отлично, на лице Ханьли отразился восторг, а серебряная луна улыбнулась и исчезла в его рукаве. Ханьли взял 3 драгоценных камня вместе со своим и поместил их в одну нефритовую коробку. «Мы не можем больше оставаться», — пробормотал Ханьли. Вскоре золотая молния вокруг него задрожала, и раздался большой гул. Он начал медленно подниматься на поверхность. Скорость Ханьли была медленной на протяжении всего его подъема. Через четверть часа он, наконец, достиг белого светового барьера. В течение всего своего путешествия он не использовал ни одного из сокровищ защиты от дьявольской ци, которые ему дали 3 великих культиватора. В итоге Ханьли пересек световой барьер, подавляя дьявольскую ци, а затем полностью убрал свою божественную дьявольскую молнию. Однако Ханьли не стал сразу возвращаться на поверхность. Вместо этого он посмотрел вниз и хлопнул по сумке для хранения, вынув поврежденный темно-зеленый флаг. Серебряная луна воскликнула от удивления: «Го! Разве это не флаг рассеивания призраков?» Хотя дьявольские головы и иньские призраки, прикрепленные к флагу, были полностью уничтожены, сам флаг является редким сокровищем дьявольского да, и он все еще цел. Я слышал, что он способен поглощать призрачную ци, чтобы восстановить себя. Флаг дьявольского конкорда напомнил мне об этом. Дьявольская и призрачная ци являются мирскими иньским ци и имеют определенный уровень сходства. Учитывая, что здесь присутствует дьявольская ци, это идеальная возможность проверить, можно ли восстановить флаг. «Не страшно, если ничего не получится», — спокойно сказал Ханьли. Вокруг его рук ярко засветился яркий лазурный свет, обвивая маленький флаг. После этого флаг влетел в дьявольскую ци в полоски лазурного света. Флаг рассеивания призраков тут же был окутан бесчисленными нитями дьявольской ци, и лазурный свет, окружавший его, был начисто поглощен. При виде этого Ханьли тут же сделал жест заклинания и указал на зеленый флаг внизу. Безжизненный флаг рассеивания призраков внезапно засиял зеленым светом и бурно увеличился по приказу Ханьли. В мгновение ока он превратился в рваный 3-метровый флаг. Похоже, он все же был поврежден в битве против формации золотых мечей. Когда Ханьли рассеял сознание старейшины секты рассеивающейся инь, он также приобрел технику управления флагом. Это и многие другие флаги в своем роде были наследственными сокровищами, которые передавались через многие поколения секты рассеивающейся инь. Конечно, это означало, что знамя не требовало крови, чтобы признать мастера. Хотя это было классифицировано как магическое сокровище, оно могло использоваться любым после некоторой обработки. В тот момент Ханьли произнес заклинание, и перед флагом внезапно появилась огромная дыра, в которой были порывы иньского ветра. Затем плотная дьявольская ци, которая собралась вокруг, на огромной скорости устремилась в дыру. Ханьли обрадовался увиденному. Флаг смог поглотить дьявольскую ци, как он и ожидал. Как только флаг поглотил дьявольскую ци, он начал мгновенно восстанавливаться.
Вскоре флаг стал выглядеть безупречно, а его изначальный зеленый цвет теперь стал черным. Глаза Ханьли блуждали по флагу, пока он поглощал дьявольскую ци вокруг него. Он был несколько удивлен тем, что флаг продолжал поглощать дьявольскую ци и после восстановления. Он не ожидал, что он будет поглощать ци как бездонная яма. Кроме того, он обнаружил, что чем больше дьявольской ци флаг поглощал, тем чернее он ставился. При виде этого Ханьли сначала удивился, а затем продолжил наблюдать со спокойным выражением на лице издалека. Спустя неизвестный промежуток времени флаг рассеивания призраков загудел, и дыра перед ним исчезла. Теперь флаг был полностью покрыт ослепительным черным светом. В этот момент Ханьли указал на флаг, и он быстро уменьшился до своего первоначального размера и выстрелил к Ханьли. Ханьли быстро осмотрел флаг в руке и удовлетворенно кивнул, а затем убрал его. В будущем ему придется найти возможность проверить его мощь. Из-за того, что Ханьли и так пробыл слишком долго, он тут же вызвал десятки летающих мечей, заставив их вращаться вокруг него, прорываясь сквозь плотную духовную ци над ним, что позволило ему подняться на поверхность. Пока трое великих культиваторов ждали над водоворотом, они выглядели спокойными, но на лице каждого из них был след беспокойства, будто они волновались, что Ханьли не справился со своей задачей. Но затем Ханьли вылетел из водоворота в полоски лазурного света, и все они почувствовали огромное облегчение при виде его. «Господин даосист Хань, все прошло успешно?» — спросил мастер Сун. «Я выполнил свою задачу». «Пластина надежно установлена», — с улыбкой на лице ответил Ханьли. «Хорошо. Позволь мне проверить это». Вэйвуй вызвал пластину, идентичную той, которую установил Ханьли, и сделал жест заклинания рукой. Затем он пробормотал загадочное заклинание, и пластина формации в его руке засверкала белым светом, высвобождая нити радужного света. «Хорошо», — сказал Вэйвуй с дружеской усмешкой, — «ты правильно установил пластину формации. Мы можем немедленно отправить приглашение другим культиваторам, чтобы они восстановили ограничительное заклинание. С установленной пластиной формации нам не нужно беспокоиться о внезапном прорыве дьявольской ци. Мы многим обязаны достижению господина Ханя. Поскольку вопрос исчерпан, я должен попрощаться. У меня есть несколько важных дел. Я верну вам ваши сокровища». Сказав это, Ханьли вызвал 4 сокровища защиты от дьявольской ци 3 культиваторам. Трое великих культиваторов получили сокровища и тревожно переглянулись между собой из-за внезапно желания Ханьли уйти. «Нет необходимости, чтобы брат Хань так торопился куда-то», — сказал мастер Сун. «Может, ты останешься здесь на несколько дней. Большое спасибо за доброту брата Суна, но я не могу позволить себе отложить эти дела», — с сожалением сказал Ханьли, качая головой. «Поскольку у брата Ханя есть неотложное дело, мы больше не будем тебя задерживать. Счастливого пути», — сказал Вэйвуй. «Тогда мне пора». Попрощался Ханьли и покрыл свое тело ослепительным лазурным светом, а затем метнулся в небо. Полмесяца спустя Ханьли вернулся в секту дрейфующего облака. Сообщив своим старшим боевым братьям о духовном острове, который был подарен секте, он приготовился войти в уединение. На этот раз Ханьли не культивировал магическую силу, а завершил очищение своей второй зарождающейся души. Это не только значительно расширит его способности, но и подарит ему другую жизнь. То, что изначально было древесным призраком зарождающейся души, теперь достигло стадии ассимиляции и было на грани того, чтобы полностью стать его второй зарождающейся душой. Конечно, Ханьли сначала взглянул на состояние Наньгун Ван, а затем несколько лет находился в уединении. После нескольких недавних грандиозных событий мир культивации Небесного Южного региона, наконец, вступил в новый период мира, и многие секты и кланы воспользовались возможностью, чтобы сосредоточиться на культивации своих учеников и оттачивании своей силы. Глава 879. Путешествие. Через 4 года после того, как Ханьли вошел в уединение, серебряная луна в ее человеческом облике с уважением ждала снаружи закрытой комнаты для уединения. За день до этого она получила голосовое сообщение от Ханьли, когда она поливала духовные растения зеленой жидкостью, и теперь она ждала, когда Ханьли выйдет из уединения. Ей не пришлось долго ждать. Каменная дверь вскоре отворилась со скрипом. Однако, когда она подняла голову и посмотрела внутрь, она не заметила Ханьли. Вместо из комнаты внезапно вырвался черный иньский ветер. Затем, с приглушенным смешком, трехметровое черное облако направилось в серебряной луне. Серебряная луна побледнела и тревожно сделала несколько шагов назад, в шоке глядя на черное облако. Затем черное облако внезапно остановилось и мягко засияло светом, словно из черного шелка. Это разум серебряной луны дрогнул. Черное облако внезапно сгустилось в темно-зеленую зарождающуюся душу размером в дюйм, и оно сказала: «Ну что?
Для моей второй зарождающейся души можно считать успехом достижения этой стадии. Поздравляю с достижением мастера. Серебряная луна сладко улыбнулась и взглянула на зарождающуюся душу. Хотя она была меньшего размера, она выглядела совсем как оригинал. Раздался знакомый голос. То, что я смог завершить мою вторую зарождающуюся душу так быстро, стало неожиданностью для меня. Однако она выглядит немного странно. Хань Ли вышел из комнаты для уединения. В этот момент темно-зеленая зарождающаяся душа ухмыльнулась, облетела вокруг Хань Ли и приземлилась на его голову. Серебряная луна пристально взглянула на Хань Ли с улыбкой на лице. Вполне естественно чувствовать себя немного странно после приобретения второй зарождающейся души. Но со временем мастер должен привыкнуть к этому. Судя по твоему тону, кажется, ты что-то знаешь о второй зарождающейся душе. Помнишь что-нибудь? Спросил Хань Ли. После паузы серебряная луна ответила: не очень. Не знаю, почему я это сказала. Возможно, я знала о подобной технике в прошлом. Хань Ли кивнул, услышав ее объяснение, и больше ничего не сказал. Затем зарождающаяся душа, сидевшая на его голове, взмахнула рукой маленьким флагом и начала играть с ним. Это было призрачное знамя, поглотившее дьявольскую ци. При виде этого серебряная луна с удивлением спросила: неужели ваша вторая зарождающаяся душа культивирует искусство дьявольского да? Вполне естественно, что вторая возрождающаяся душа должна культивировать нечто исключительное, но она не может культивировать новую технику в одиночку, поскольку у нее еще нет собственного тела, поэтому я использую свое собственное тело и дьявольскую ци флага рассеивания призраков, чтобы она могла культивировать кое-что из техник высшего инского искусства. Однако я еще не решил, буду ли я искать второй душе новое тело или нет, нахмурившись, сказал Хань Ли: как только у нее будет свое тело, есть вероятность обратной реакции и предательства. Я должен быть осторожнее. Затем он похлопал себя по голове, и во вспышке черного света зарождающаяся душа вошла в его череп. Духовное чутье Хань Ли позволило ему ясно видеть ее. И его главное, и вторая зарождающаяся душа сидели, скрестив ноги рядом друг с другом, в его дантяне и медитировали. Серебряная луна наклонила голову и сказала: мастер должен быть осторожным. Я никогда раньше не слышал об искусстве заточения зарождающейся, но обычно техники воплощения культиватора разделяют внимание. Что касается техник воплощения более высокого уровня, таких как у мауланского божественного мудреца, то это великие способности, которые используются через насильственное разделение вашей первичной души. Хех. Их техники воплощения не делают их сильнее. Они предназначены только для выживания или для выигрыша в числе, но в любом случае это грозные техники. Ладно, хватит. Что-нибудь случилось, пока я был в уединении. Сказав это, он поманил серебряную луну в главный зал. Она последовала за ним мягкими шагами и сказала: через год после того, как мастер вошел в уединение, леди Му успешно вошла в стадию формирования ядра. Согласно вашим инструкциям, я дала ей искусство объединенной сущности вместе с некоторыми духовными таблетками, подходящими для культиватора стадии формирования ядра. Госпожа Нанлун остается в безопасности в запретной зоне, в то время как ядро демонического зверя с каждым днем ослабляет проклятую печать души. Я считаю, что даже без техники удаления проклятия оно рассеется через 100 лет. Конечно, это просто мои собственные предположения. Мастер должен увидеть все своими глазами. Хань Ли обрадовался, услышав хорошие новости, но как только он собирался спросить о других делах, серебряная луна добавила: есть еще одна вещь, о которой я должен сообщить мастеру. Как только они вылупились, их рост по какой-то неизвестной причине замедлился до полной остановки. Один раз они полиняли, но никаких признаков размножения не было. Полиняли. Услышав это, на лице Хань Ли появилось странное выражение. Серебряная луна прикусила губу и замедлилась. Да. После линьки они стали гораздо более могущественными. Кроме того, они стали раздражительнее, словно собираются линять снова. Позволь мне взглянуть на них. Хань Ли нахмурился, а затем сменил направление в сторону комнаты насекомых. Через мгновение Хань Ли был на месте. Он подошел к одной из комнат для насекомых и заглянул внутрь. Прежде чем он смог ясно увидеть многоножек, он почувствовал порыв ледяной ци. Все, что он увидел, был толстый слой сверкающего льда, покрывающий всю комнату насекомых. Также было несколько ледяных насыпей различного размера с отверстиями внутри. Вокруг них все было покрыто снежными полосами длиной в полфута. Поскольку Хань Ли запечатлел их своей кровью, став хозяином, они сразу узнали его, когда он появился. Они сразу же рванули к нему, ползя по ближайшей стене. Махнув рукой, Хань Ли открыл дверь в комнату, и несколько полосок белого света метнулись к нему. Он ловко схватил одну из них рукой и поднес к лицу. Это была личинка с белоснежной кожей.
Если не считать 2 маленьких выступов на спине, она выглядела точно так же, как в последний раз. Хань Ли посмотрел на личинку в руке и что-то пробормотал про себя. Серебряная луна стояла рядом с ним в тишине. В этот момент Хань Ли протянул палец и поднес его к рту личинки. С треском на кончике пальца появилось синее пламя. Личинка многоножки открыла рот и выплюнула тонкую нить ледяной ци в сторону голубого пламени. Внезапно голубое пламя несколько раз увеличилось в размерах, пока полностью не смешалось с ледяной ци. Затем Хан Ли медленно закрыл глаза, словно пытаясь что-то почувствовать. «Кажется, ты не ошиблась. Они стали намного сильнее после линьки». Нет большой разницы между размножением через каннибализм и непрерывной линькой. Хань Ли открыл глаза, а затем легким движением пальца с него исчезло синее пламя. «Неудивительно, что они не продолжают пожирать друг друга», — продолжил Хань Ли. «Все эти древние насекомые очень странные. Возможно, они могут размножаться только несколько раз, или радужная трава просто вызывает изменения в их теле. В любом случае, это не проблема, если мы вырастить их с помощью зеленой жидкости». Слова мастер принесли мне большое облегчение, вздохнула серебряная луна, а затем сладко улыбнулась. Хань Ли не обратил на это внимания и направился в главный зал. Во время моего уединения я хорошо отдохнул. Сейчас самое время отправиться в Великую Империю Цзинь. Будь то рассеивание зловредной ци в моем теле или поиск редких материалов, путешествие необходимо. Неважно, насколько эффективно демоническое ядро древней огненной жабы снимает проклятую печать души, я все еще беспокоюсь о том, что с Ванер случится что-то неожиданное. Будет лучше, если я посещу секту рассеивающейся инь и найду заклинание, чтобы снять проклятие. Я также уже вырастил вторую зарождающуюся душу, чтобы выдержать любые опасности, которые я могу встретить в Империи Цзинь, вот как. Но благодаря вашим способностям, не так много культиваторов могут сравниться с вами, с улыбкой сказала Серебряная Луна. Хе-хе, в мире культивации есть много чудесных и фантастических сокровищ. Ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. Кроме того, у меня уже есть разногласия с культиваторами дьявольского да секты рассеивающейся инь. Если они меня обнаружат, наверняка возникнут проблемы. Мне стоит действовать осторожно. Я собираюсь сначала взглянуть на то, как поживает Ванер, а затем отправлюсь к старшему боевому брату Чену. Сначала я проверю, смогли ли они собрать недостающие материалы для марионеток и веера 7 огней. Если все пройдет гладко, мы отправимся в путешествие через полмесяца. Да, мастер. Я также хотела бы побывать в Великой Империи Цзин, поскольку она известна как Святая Земля культиваторов. С этими словами в комнате снова стало тихо. Полмесяца спустя из гор мечтательных облаков вырвалась полоска лазурного света и направилась на юг. Вскоре после этого несколько хорошо осведомленных культиваторов получили информацию о том, что знаменитый старейшина Хань секты дрейфующего облака покинул горы мечтательных облаков и отправился в далекое путешествие. Подробности были неизвестны. Возможно, он бродил по небесному южному региону или вовсе покинул его. Эти новости взбудоражили небесный южный регион на какое-то время. После ухода Хань Ли ничего необычного не произошло. Секта древнего меча горы, мечтательных облаков и павильон сотен возможностей по-прежнему искренне относились к секте дрейфующего облака и не предпринимали никаких действий против них, позволяя им занимать позицию высшей секты в государстве Си. Годы шли, культиваторы уходили из жизни, а на их месте появлялись новые. В небесном южном регионе начался еще один цикл культивации. Следы Хань Ли исчезли с небесного южного региона. Больше 100 лет о нем ничего не было слышно. Глава 880. Племя серой цапли. Караван из 30 человек шел по бескрайней пустыне слугами. Среди них было 8 экипажей в сопровождении молодых всадников в кожаных одеждах. Немногие из них достигли возраста 12, но все они были в приподнятом настроении. Впереди всех ехал старик на прекрасной желтой лошади. Его лоб был покрыт глубокими морщинами, а кожа была темной. На голове у него была огненно-красная лисья шапка. На нем также была роскошная одежда и вышитый трехцветный пояс, который символизировал его положение в качестве хозяина группы. Они путешествовали через север бескрайних небесных равнин, на пути в храм, принадлежащий парящим племенам. Бесконечные небесные равнины, так парящие племена называли долину Мауланей. Это было связано с верой парящего племени, что их бог-покровитель, бесконечный небесный зверь, защищал их. Сначала парящие племена занимали южную часть бесконечных небесных равнин, но с тех пор, как 30 лет назад они одержали победу в войне против Мауланей, они заняли всю равнину, их мощь резко возросла.
Конечно, учитывая огромные размеры парящих племен, они состояли из бесчисленных племенных объединений. Меньшие племенные объединения состояли из 100 тысяч человек, а самые большие – около 100 миллионов человек. Поскольку в прошлой войне было много людей, получивших заслуги, появилось много новых племен, причем большинство из них были весьма незначительными, и в них насчитывалось всего лишь десятки тысяч человек. Главного в сопровождении звали Инлу. Он был предводителем небольшого племени, которое отделилось от более крупного. Хотя они считались племенем, их насчитывалось всего около 80 тысяч человек. Будучи молодым, он был грозным воином и победил несколько маленьких племен Мауланей во время войны, захватив многих дворян в процессе и получив свое нынешнее звание. Однако он не смог противостоять разрушительному воздействию времени. Прибавим к этому тяжелый ручной труд, которым он занимался на протяжении многих лет. Теперь он выглядел пожилым, несмотря на то, что ему было всего 50. Инлу посмотрел на пылающее в небе солнце и, заметив, что уже полдень, повернулся и взглянул на молодого человека позади него. Он вздохнул. Независимо от того, насколько маленьким было племя, они должны были регулярно отдавать дань бессмертным на случай, если они столкнутся с бедствиями или демоническими животными. Однако недавно сформированные маленькие племена, такое, как его, не могли призвать бессмертных. Даже бессмертные самого низкого ранга не хотели наблюдать за такими маленькими племенами. В конце концов, бессмертному было лучше присоединиться к более процветающему племени, которое могло им предоставить больше ресурсов для дальнейшей культивации. Тем не менее, было несколько небольших племен, у которых были низкоранговые бессмертные, но эти бессмертные произошли из этих племен, или их способности были слишком бедны, чтобы присоединиться к более крупным племенам. У племени серой цапли Инлу не было возможности вырастить бессмертного для себя. Всякий раз, когда что-то случалось, они нанимали бессмертного из соседнего племени за огромную плату. Их цена была чрезвычайно высока, и они могли воспользоваться его услугами в течение небольшого промежутка времени за счет полугодовых доходов племени. Поскольку племя не было богатым с самого начала, для них это было тяжелое положение. К счастью, прошло 20 лет, и для их племени, наконец, настал день духовного освобождения. Инлу долго готовился к этому и не могу упустить такую возможность. Он быстро отправил нескольких учеников племени в ближайший храм парящих племен. Изначально храмы Бесконечного Неба были созданы для почтения своего бога-покровителя, но после многих лет развития они стали священными землями для людей парящих племен, где низкоранговые бессмертные могли вступить в парящие племена. Каждый храм управлялся несколькими высокоранговыми бессмертными, ответственными за привитие основных техник культивации. После этого культиваторы с более низкими способностями отправлялись обратно в свои племена, чтобы получить там поддержку. Культиваторы с высокими способностями принимались в качестве учеников высокоранговых бессмертных, которые лично за ними присматривали. Но прежде чем кто-то мог получить личное наставление от высокорангового бессмертного, они должны пройти обряд духовного освобождения. На равнинах было всего около 70 храмов Бесконечного Неба, но каждый из них являлся сердцем области, в которой он находился. Его окружали краткое тысячи племен различного размера. Поскольку в этом районе был только один храм, самые крупные секты располагались ближе всего к нему, и, как небольшая секта, племя серой цапли проживало в более отдаленной местности. Их путешествие в храм занимало как минимум 3 месяца, поэтому у них не было выбора, кроме как отправиться в храм на 4 месяца раньше срока. В предыдущий день духовного освобождения он уже основал свое племя, но он не смог собрать достаточно дани для храма. Ему оставалось только наблюдать за тем, как он упустил эту возможность. Поэтому он не мог снова упустить этот шанс. Он даже уменьшил рацион племени и сократил другие расходы ради этого дня, чтобы они могли приобрести бессмертного для своего племени. Тем не менее, они должны были переправить дань через широкие просторы пустыни, что было чрезвычайно опасной задачей для простых смертных. В конце концов, дань состояла из материалов, полезных для бессмертных и еще более ценных для смертных. Им следовало сохранять предельную осторожность, потому что их мог ограбить даже бессмертный. Это было обычное дело, когда приближался день духовного освобождения. Поблизости к храму никто не осмелился бы совершить такой неблагоразумный поступок, но для отдаленных племен все было иначе. Стоит сказать, что дань от среднерангового племени составляла тысячелетнее растение, и это было известно многим. Поэтому его грабили бессмертные из более высокой секты. Конечно, бессмертные храма были возмущены этим и посылали бессмертного исследовать этот вопрос, но было известно, что из этого ничего не выйдет. Таким образом, Лу очень переживал с тех пор, как покинул свое племя. Хотя он нес дань, у него не было защиты бессмертного. С приближением Дня Духовного Освобождения бессмертные многих племен были заняты делами от храма.
Даже если у кого-то были духовные камни, бессмертные были слишком заняты, чтобы принять их работу. Изредка находились странствующие бессмертные, и крупные племена поблизости бросались нанимать их по высокой цене. Более слабые племена не могли себе такого позволить. Подумав об этом, Инлу вздохнул и снова оглянулся. 4 из 8 экипажей несли дань, и все они были запряжены самыми тщательно отобранными конями. Эти повозки были изготовлены из закаленной красной березы. Чтобы не привлекать лишнего внимания, снаружи телеги выглядели старыми потрепанными. Даже с этими мерами безопасности они столкнулись с небольшой стаей диких волков и чуть не потеряли одного из своих членов. Чтобы сбежать от волков, им пришлось отказаться от 2 самых медленных экипажей. Хотя в 2 вагонах не было ничего очень дорогостоящего, в них была еда на 2 месяца. Казалось, теперь им придется сделать временную остановку через 2 дня. В соседней долине обычно не было путешественников, но там можно было встретить какую-нибудь дичь, на которую можно поохотиться. С этой мыслью Инлу погладил деревянный лук, свисавший с седла. Что это? Молодая женщина рядом с Инлу тревожно вскрикнула. Женщине было 15 лет, и ее звали Иншань. Она была родственницей Инлу и одним из немногих людей в племени, кто обладал духовными корнями. Вполне естественно, что был горд ею. Инлу торопливо поднял голову и увидел волны лазурного света в каком-то густом кустарнике перед собой. Сердце Инлу задрожало. Будучи предводителем своего племени, он, естественно, был знаком со светом, излучаемым техниками бессмертного. Неужели им придется сражаться с какой-то враждебной группой? Сердце Инлу ушло в пятки, он поднял руку, приказывая группе позади него остановиться. Остальные при виде лазурного света впереди сразу же насторожились. Инлу крепко ухватился за поводья своей лошади и остановил ее, начав размышлять о своей собственной защите. Но через некоторое время Инлу почувствовал, что что-то не так. Лазурный свет в кустах непрерывно мерцал, но по-прежнему никого не было и ничего странного не происходило. Глаза Инлу просветлели, и он поспешно осмотрел кустарник. Густой кустарник был ростом с человека, и сквозь него было трудно разглядеть что-либо. Взгляд Инлу вздрогнул, и он внезапно закричал: «Тумен! Иди и посмотри, есть там бессмертный или нет». «Да, старейшина племени». Юноша с крепким телосложением и грозным видом спустился с лошади и осторожно приблизился к кустарнику, который находился в 60 метрах от него. Когда лазурный свет был всего в 20 метрах от него, он замялся и установился. «Могу ли я узнать имя бессмертного?» «Мы племя Серой Цапли, и мы хотим отдать дань уважения перед вашей истинной внешностью», — уважительно сказал юноша. Однако ответа не было, а свет в кустах продолжал мерцать. Тумен невольно взглянул на Инлу. Инлу на секунду задумчиво опустил голову, а затем молча кивнул. Тогда юноша набрался смелости и зашагал вперед. Подойдя к кустарнику, он стиснул зубы и раздвинул ветви перед собой.